Мария Изабель Куарежма дос Сантос– это обычная девочка. Родилась малышка в 1970 году на ферме в португальской деревеньке Табуа неподалеку от города Коимбра. Со здоровьем у младенца было все хорошо. Зато не все ладно было с головой ее матери, что впоследствии подтвердили врачи. До года женщина еще как-то занималась ребенком, а потом отнесла дочь в курятник и бросила там. Следующие 10 лет, когда девочки растут, познают мир, себя, радуются обычным девчоночьим прелестям, куклам, книжкам, платьем, Мария ежедневно боролась за жизнь. Питалась в буквальном смысле подножным кормом, зерном, травой, объедками, которые люди бросали всеядной птице. При этом старшие братья несчастные росли обычными детьми, ходили в школу. Другие родственники и соседи, отлично зная ситуации, молчали, не предпринимали попыток спасти ребенка и придерживались принципа «моя хата с краю». Призрачный шанс впервые появился через 6 лет, когда у одной из теток Марии мелькнула искра совести. Она надавила на родителей и заставила их впервые за всю жизнь показать девочку врачу. Тот сразу сказал, что Мария глубокий инвалид, но обычные медицинские учреждения отказывались ее брать, а специализированных психиатрических клиник в глубинке не было, и несчастную вернули обратно в курятник. В 1980 году история о девочке-курице слабоумном ребенке, которого семья держит в сарае, дошла до ушей одной из медсестер клиники Hospital de Torres Vedras. Мария Биха помчалась в деревню и забрала девочку. 2 недели она провела дома у спасительницы. Будучи медиком, Биха поняла, что девочка глубоко больна и нуждается в специализированном лечении. Связалась с прессой и попросила о помощи. Особую роль в судьбе девочки из курятника сыграла тогдашняя первая леди Мануэла Ионеж. Она прониклась судьбой ребенка, которому за короткую жизнь выпало столько испытаний, и добилась помещения в лучший реабилитационный центр страны. Медики, наблюдавшие Марию, сошлись во мнении, что причина умственной отсталости так называемое социальное сиротство, 0 человеческого общения плюс поведение, основанное на инстинктах. Шокирующим выглядело поведение Марии, которая полностью переняла повадки своих пернатых соседок-воспитательниц. Передвигалась короткими шажками, постоянно размахивая руками, словно крыльями. Говорить девочка не умела, а эмоции проявляла кудахтаньем. Внешне дос Сантос выглядела как 5-летний ребенок, а интеллектуальный уровень развития соответствовал возрасту максимум 2 года. Несмотря на усилия врачей и психологов, освоить речь она так и не смогла, но хотя бы научилась ходить как человек, не приседая ежеминутно и не разводя в стороны руки. Жестами женщина научилась показывать свои желания или нежелания. Сейчас девочке-курице уже за 50. Она живет в реабилитационном центре Фатиме. Персонал тщательно оберегает необычную пациентку от внимания прессы, мечтающей заполучить сенсацию или хотя бы сделать фото Марии. История поражает черствостью и равнодушием, исковеркавшими жизнь человеку. Даже безмозглые куры, по-своему оберегавшие странного подкидыша, проявили себя в ней как существа гораздо более благородные по сравнению с недолюдьми. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.